Я приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня это видео я бы назвала так: поездка в Хайфу, торговля по-израильски или один очень опасный торговый центр. Сегодня я поехала с дочкой в Хайфу не просто погулять, а посмотреть самый большой торговый центр на севере Израиля. Вот такое масштабное здание – это Гранд Каньон. Место красивое и самое опасное для кошелька. В этот момент я еще верила, что контролирую ситуацию, но, увы, нет. Совет один. Заходите в торговый центр с планом. Если нет списка, вы купите все. Все. Кроме того, зачем пришли. Это проверено на личном опыте и на кошельке. И именно здесь я поняла, что израильская торговля – это не работа, а характер, талант и даже маленькое приключение. Итак, моя любимая тема – как устроена торговля по-израильски, мои наблюдения и опыт. Бывает так, что ты заходишь в какой-то отдел, и к тебе никто не подходит. И ты спокойно выбираешь, что тебе надо. Не знаешь, где что лежит, лазишь по полкам, по всем. Что попадется, то куплю. Конечно, надо спросить. Надо спросить, но не у кого. Продавцы все заняты. А продавец здесь смотрит на тебя третьим глазом. Камеры везде установлены. И этот как бы третий глаз направляет продавца к тебе. Вам помочь? Нет, я только посмотреть. И вот я уже не одна. Продавец здесь не просто человек за прилавком. Это артист, психолог и даже немного дипломат. Финал спектакля он знает заранее. Я уйду с пакетом, даже если пришла просто посмотреть. А фраза «я просто посмотрю» считается вызовом судьбе. Я еще не успела сделать шаг, а продавец уже улыбается, и будто мы родственники. Иди сюда, только посмотри, не покупай. Иди сюда, только посмотри. И ты идешь как под гипнозом и смотришь ненужные тебе вещи и покупаешь их. И тут я понимаю, если сказал не покупай, все, удержаться невозможно. Совет 2. Если продавец говорит не покупай, делай шаг назад. Глубоко вдохни и повторяй себе: я контролирую свои покупки. Или попробуй сказать: я подумаю и вернусь. Это снижает давление продавца. Каждый прилавок – это спектакль. Особенно мне нравится израильская хитрость. Добрая, домашняя. Никто не скажет: вам это не надо. А наоборот, тебе докажут, что именно сегодня наступил такой день в судьбе твоей, что именно тот момент купить эту вещь. Купила платье? Возьми ремень. Он создает образ. Взяла ремень. А теперь шарфик. Без него ремень скучает. А где-то в этот момент мой кошелек тихо плачет. А ведь я пришла за батарейками. Батарейки я так и не купила. Зато купила все остальное. Если женщина выбирает духи, то это уже отдельная история. Я нюхаю один флакон, второй, третий, почти решила уходить. А тут продавец наклоняется и загадочно шепчет: этот аромат вы еще не попробовали. Он только для избранных. Все, конечно, я избранная. Как тут не взять? Совет 3. Никогда не берите духи с первого запаха. Сделайте круг по магазину, выйдите из магазина, вернитесь. Если все еще хотите купить, тогда берите. Самое удивительное – это работает. Израильские торговцы видят настроение, угадывают мысли быстрее, чем вы их формируете. Иногда мне кажется, что они знают обо мне больше, чем я сама. И при этом у них есть честность. Бывает, продавец протягивает вещь и говорит: забирай, отличная вещь, я бы жене взял. А иногда говорит: лучше возьми вот эту, я тебе как сестре говорю. Совет 4. Если продавец отговаривает, прислушайся. В Израиле так зарабатывают доверие, а не только деньги. И ты понимаешь, хитрость хитростью, а отношение теплое. И даже если купила не то, что планировала, уходишь довольная.
Так что еврейская торговля – это смесь юмора, ловкости и таланта делать людей счастливыми. Иногда даже слишком счастливыми, особенно когда смотришь на чек. В Израиле умение торговаться – это не признак жадности, а знак хорошего вкуса. Продавец ждет, что вы скажете свою цену. Совет 5. Если не торгуетесь, то заплатите больше. Даже в торговых центрах иногда есть скидка. Если сторговать цену, маленькая победа, а продавец улыбается. Здесь могут прямо сказать: вещь хорошая, но дорогая. Хочешь, дам подешевле, но другого цвета. Совет 6. Спрашивайте другой цвет, размер, коллекцию. Часто там прячется лучшая цена. Торговля здесь – это общение. Ты пришла купить помидоры, а ушла с историей про дядю, про авиацию. Или почему сегодня помидоры черри сладкие, как жизнь после отпуска. Да, израильские торговцы хитрые. Да, смекалка у них в крови. Но вся их хитрость добрая. Они хотят, чтобы ты ушла довольная и чтобы завтра вернулась. Израильская торговля шумная, живая, честная. Если поймать ее ритм, можно не только выгодно покупать, но и получать удовольствие от процесса. Мы решили купить обед в кафе с автоматическим табло. То самое, где нажимаешь кнопки и получаешь еду. Думаю, что тут сложного? Но как только подошла, это приключение. Моя дочка, как настоящий эксперт, уверенно набирает салаты, напитки, добавки. А я стою и пытаюсь понять все значки, как будто сдаю экзамен на пилота. Экран меня игнорирует, как будто говорит: нет, мама, это не твой уровень. Дочка смеется. Мама, учись. Совет 7. В автоматических кафе всегда последовательность. Блюдо, добавки, напиток, оплата, чек. Перепутали, будете стоять как я. Через пару минут я начинаю понимать логику. И когда мы получили пакеты с едой, я поняла, современные технологии могут быть сложными, но вместе с детьми любое обучение превращается в веселое приключение. Долго искали столики свободные, все занято. И приходят сюда очень часто пенсионеры. Отдыхают в каньоне, гуляют, обедают, общаются. Ну вот, мы нашли столик, покушали. Мы тоже отдохнули, купили подарки и себе тоже. В Израиле это почти правило. Если порадовали других, порадуй и себя. Немного мелочей для души и момент, когда понимаешь, покупки – это не только про деньги, а про настроение и про маленький праздник. Мы вышли уставшие, довольные и с пакетами поехали домой. Хайфа снова оставила шум, смех, жизнь. И это особое израильское чувство, когда обычный поход за покупками превращается в событие. И раз уж впереди Новый год, хочу пожелать: пусть будет больше радости, больше теплых встреч, меньше пустых кошельков после торговых центров. С Новым годом вас! Пусть он будет щедрым, светлым и по-настоящему счастливым. Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи!